Все китайцы отговаривали меня. Не нужно ехать в зеленом поезде. Возьми обычный скоростной. Целую ночь. Ты хоть знаешь, что это такое? Но меня было невозможно остановить. Я в поезде. Да, я в первый раз в Китае, но я просто не могла устоять и не попробовать обычный плацкартный вагон. Я хочу посмотреть, как ездят обычные китайцы. Так какие же отличия я здесь нашла от российского плацкарта? Ну, во-первых, конечно, количество полок. Если у нас в России их 2, то в Китае китайцы лежат в 3 уровня. Там, где у нас располагаются так называемые боковушки, у китайцев просто места для сидения, на которых обычно размещаются те, кому чуть меньше повезло с билетами и приходится ехать на самые верхние полки. В этот раз меня поцеловала удача, и я ехала в серединке. Но разочарование другого рода настигло меня. А именно в китайских поездах, оказывается, не принято вести душевные беседы. Несмотря на то, что я была единственной иностранкой в этом поезде, никто не задал мне ни одного вопроса за все 13 часов дороги. Я сама попыталась спросить у девушки напротив, а где туалет? И как-то, может быть, инициировать разговор, но на этом он и закончился. Мне сказали, где туалет, и все. Кстати, между собой китайцы называют такие поезда зелеными. Не из-за экологичности, а просто из-за экстерьера. А я тем временем прибыла в Сиань. I'm so proud to be finally a user of a card, a subway card, really. It's funny that I observe people place, people observe me. Я оставила вещи в хостеле и сразу пошла смотреть город. И то, что я могла своими глазами увидеть, впечатлило меня. Так классно. Мне так нравится. Короче, это какой-то парк. Время 10 утра. Они танцуют. Я слышала, что средняя продолжительность жизни в Китае 80 лет, тогда как в России это всего лишь 70 лет, а для мужчин и вовсе 68. Глядя на активность и энергию этих дедушек и бабушек в парке, я думала о своих близких и о том, как бы мне хотелось, чтобы мы тоже могли сохранить в старости такое качество жизни. Время 10 утра. Уважаемые пенсионеры занимаются спортом. Все, надо перестать плакать, это же хорошо. Перестать у меня не получилось. И в этом виноват этот пирожок. Когда я ехала в Китай, я вообще не была уверена, смогу ли я платить, смогу ли покупать еду, отели и так далее. Потому что все было известно в теории, но работает ли это на практике, было непонятно. Поэтому я так счастлива, что сама купила этот завтрак. Ведь это значило, что мое путешествие теперь точно получится. А в Сиань я приехала не просто так, ведь этот город знаменит своей возможностью примерить ханьфу. Все это волшебство, прическа, макияж, костюм сдаются вместе, и стоит аренда 158 юаней. Что скажете? Мне лично очень понравилось, и это был единственный раз, когда я понимала, почему китайцы меня фотографируют. So, excuse me? Oh, no, thank you, thank you. 啊？外国人，新疆的。你觉得你是阿达喜吗？是不是新疆的？听不懂，外国人。外国人，哪国人吗？啊？你玩我你是哪国人吗？你是不是中国人？我不明白，对不起。听不懂，听不懂吗？听不懂这是什么？你听不懂？听不懂。Like I don't really understand you. 哎， What did Where are you from？ 俄罗斯？哦，俄罗斯。知道吧？但是 I've already done. 谢谢，谢谢。 Конечно, на этом мои приключения не закончились. На фудкорте я заказала местное знаменитое блюдо из говядины и лапши, но когда мне его принесли, я очень удивилась, потому что тарелка была маленькая, а стоило это все 29 юаней. Ну что поделать, я начала есть то, что мне дали. Хотя, конечно, думала про себя. Бульон и тарелка с чесноком за 400 рублей? Кстати, вот это шеф-повар. Когда я уже почти допивала бульон, повар вынес основное блюдо.
открыла для себя исторический парк Сианя. Тысячи фонариков, старинные здания, все вокруг в исторических костюмах действительно погружают в удивительную атмосферу. Гуляя по парку, я встретила необыкновенных людей. Они подошли ко мне с вопросом, не уйгурка ли я. Мы пытались говорить на китайском, он у меня не очень хорош, пытались говорить на английском, он не очень хорош у них. А потом мы поняли, что так как я татарка, они уйгуры, наши языки довольно-таки похожи. И вот тут произошел момент истины, когда мы смогли действительно пообщаться. Сейчас будет уникальный контент. Yaxshimisiz? Biz bugun tovuldik. Mana biz shundan xush bo'ldik. Xush bo'ldik. Go'zal ekan, çok güzel ekan. Dako'maqkan. Как вы видите, в этом месте есть все, чтобы почувствовать себя в другой реальности. 昨天我走路很多 Can work. If you only knew, I'm a fan of this tea. And here it's so cheap. There is a difference between you see them on pictures, you see them live. They are amazing. Та самая терракотовая армия. Как говорится, рыбак рыбака, а турист туриста видит Китай издалека. We just met here, and yeah, actually, spent very nice time discussing the exhibition and everything, and sharing our experience of traveling in China. Few moments later. I bought this hotel to have comfort before my flight and not to sleep, not to wake up too early. But I got to this area. Doesn't look like very safe one, to be honest. Я таки добралась. Не проблема, в общем, нет проблем. Вот такой, в принципе, номер за 1000 рублей неплохо. Завтра у меня самолет в город Литянь. В общем, подписывайтесь на меня, пожалуйста, если хотите посмотреть. До скорой встречи!